Решил я, значится, проведать нашего инсайдера всея Бразилии на предмет интересных слушков по eFootball 2027. Среди множества незнакомых португальских слов вижу привычное сочетание Unreal Engine. Ну, думаю, то, что нужно. Да тьфу ты, блядь. Пока Epic Games вовсю рассказывают об инновационной Unreal Engine 6, которая будет призвана решить проблемы с оптимизацией игр, мы все еще ожидаем переезд eFootball на злосчастный Unreal Engine 5. Вы наверняка об этом знаете, прекрасно помните. Все это время обновление до каждой новой части сопровождалось подобными слухами, что уже вот-вот, скоро-скоро. Да только это самое скоро-скоро все никак не наступит, и мы все еще продолжаем наблюдать микс из двух движков Unreal Engine 4 и Fox Engine. Именно благодаря последнему мы все еще видим неимоверное количество знакомых анимаций, которые простираются еще со времен PS6. И сейчас я вот вообще не шучу. Но знаете, несмотря на такое вот пессимистичное начало, все-таки есть шансы на то, что вся эта ситуация может измениться с релизом eFootball 2027. Поэтому давайте обсудим все, что нам известно по поводу заметных изменений в графической составляющей в eFootball 2027. Представь себе площадку, где ты приходишь за покупкой монет для eFootball, а еще доната, подписок, телеграммовских звезд и игровой валюты по самым выгодным ценам, а уходишь с ключами от самого быстрого в России Nissan 370Z. А не нужно ничего представлять, ведь уже существует PlayRock, который в честь своего 4-го дня рождения проводит масштабный конкурс с топовыми призами: iPhone 17 Pro Max, Sony PlayStation 5 Pro, игровой ПК, Nintendo Switch 2, MacBook Neo и самое главное, кастомный Nissan 370Z. Все, что тебе нужно делать, до 19 июля заходить на сайт, совершать покупки любимых товаров или просто выполнять ежедневные задания, получать плей-токены и обменивать их на билеты в одной из категорий призов. Чем больше билетов ты собираешь, тем выше твои шансы на победу. Но поторопись, хорошее быстро заканчивается, особенно раздача подарков. Переходи по ссылке в описании, пользуйся моим промокодом, участвуй в розыгрыше. И помни, если выгоднее и с подарками, значит PlayRock. Стоит начать с того, что еще зимой было обнаружено упоминание 5-й версии Unreal Engine в файлах игры. Дата-майнер Durandil PES сообщил, что файлы с припиской Unreal Engine 5 хоть и присутствуют в eFootball, но пока что не задействуются. Это может говорить о том, что Konami уже над чем-то там шаманят на 5-й версии движка, но в игру еще не ввели. Как отмечается, данные файлы связаны с рендерингом, то есть это непосредственно визуальная составляющая. И получается, что разработчики делают какой-то задел на будущее, которое может касаться графики. И учитывая, что игра у нас фри-то-плейная, разработчикам по сути нет нужды создавать разные версии. Знаете, вот такие вот девелоперские версии, которые предназначены конкретно для разработки, они по сути могут в режиме реального времени копаться в файлах, что-то добавлять, что-то удалять. И как мне кажется, это одна из тех вещей, которая могла засветиться в ходе, не то чтобы разработки, но каких-то потенциальных изменений в графической составляющей или в любой другой. В принципе, о чем-то подобном в отношении графики заикался и сам Гальвани. Всякое упоминание eFootball 2027 сопровождалось упоминанием о том, что графика также должна претерпеть изменения. И знаете, с каждым разом аргументов для этого как будто бы становится все больше. Если раньше единственным аргументом в пользу таких рассуждений было только решение Konami отказаться от кроссплея с мобильными устройствами, то теперь об этом также говорит и упоминание файлов рендеринга из Unreal Engine 5. Да, все еще не панацея, но как будто бы шансов становится с каждым разом все больше и больше. Еще один занятный слух, который не совсем связан с тем, о чем было упомянуто ранее, но который дает представление о том, что Konami действительно хотят слегка преобразить игру с обновлением до 27-й части. Какое-то время назад были слухи о том, что якобы в eFootball 2027 меню игры полностью переработают.
Как, почему, зачем, естественно, не уточняется. Конкретного источника у этой новости тоже нет, чтобы рассуждать об этом на полном серьезе. Но если эти слухи окажутся правдой и в eFootball 2027 нас будет ожидать совсем иное обновленное меню, я этому буду только рад. Даже несмотря на то, что я уже в принципе привык и в каком-то смысле смирился с нынешним игровым меню, но если Konami придумают что-нибудь поинтереснее, то, конечно же, такое решение мы только приветствуем. В конце концов, за прошедший год, познакомившись немного поближе с японским геймдевом, я убедился, что проблем с геймдизайном, с дизайном в целом интерфейса в их играх как будто бы быть не должно, было бы только желание. Но оказывается, что все это время у Konami банально не было желания для своего футбольного симулятора. Во всяком случае, рассчитываем, что уже в конце июля Konami сами обо всем нам расскажут. Учитывая, что на конец месяца запланирован eFootball Festival, о котором я упоминал в одном из роликов, и именно на этом мероприятии Konami продемонстрирует первый eFootball Connect, посвященный eFootball 2027.